Когда солнце начало садиться за тихий лес, мужчина по имени Майкл увидел душераздирающее зрелище. Перед ним стоял медведь, по мохнатой морде которого текли слезы, и умолял о помощи. Сердце Майкла замерло, когда он попытался понять причину печальных криков медведя. Для Майкла не было ничего необычного в том, что он натыкался на медведя в дикой природе. Он достаточно часто бродил по лесам, чтобы знать, что они почти неизбежны, по крайней мере, во время испытаний, которые он проходил. Но в этом медведе было что-то такое, что сразу бросилось ему в глаза. Он не выказывал гнева или агрессии, но и не убегал. Казалось, что медведь даже плачет. Первым побуждением Майкла было увеличиться в размерах и громко закричать в надежде отпугнуть медведя. Но он быстро понял, что это не сработает. Постепенно медведь даже начал поворачиваться в его сторону. Майкл, не зная, что делать, застыл на месте. Он знал, что убегать – плохая идея, поэтому просто ждал следующего шага медведя. Медведь двигался осторожно и расчетливо. Не то чтобы он хотел причинить Майклу какой-то вред, это была очень странная ситуация, даже для Майкла. Конечно, во время своих походов он сталкивался с опасными ситуациями, но это было ничто по сравнению с тем, что происходило сейчас. Он стоял, застыв на месте, пока медведь осторожно обнюхивал его джинсы, ботинки и даже руки. Майкл знал, что один резкий укус может лишить его пальцев. Его сердце бешено колотилось, когда медведь медленно отступил назад и встал на задние лапы. Медведь зарычал, но недостаточно громко, чтобы отпугнуть Майкла. Это было тихое рычание, как будто медведь хотел привлечь внимание Майкла. Майкл знал, что с этим медведем что-то не так. Затем его внезапно осенило. Медведь просил о помощи. Не зная, как сказать медведю, что он здесь, чтобы помочь, Майкл начал что-то пробовать. Он медленно и осторожно шагнул в сторону медведя, протягивая к нему руки. Он подумал, что, может быть, сделав то же, что и медведь, обнюхав все вокруг, он даст медведю понять, что он на его стороне. И, к его удивлению, это действительно сработало. Медведь подпустил Майкла совсем близко, и когда тот перестал притворяться, что все обнюхивает, медведь снова опустился на четвереньки и пошел прочь. Майкл вздохнул. И это все, чего хотел от него медведь? Ну, очевидно, что нет, потому что, сделав несколько шагов, медведь оглянулся и заметил это. Майкл не последовал за ним. Тогда он громко зарычал, приказывая Майклу следовать за ним. Теперь Майкл был на 100% уверен, что медведь хочет, чтобы он последовал за ним. И Майкл повиновался. Он направился к медведю, и как только медведь заметил, что Майкл направляется в его сторону, он тоже двинулся в путь. Пока они шли по тропе, в голове Майкла роились мысли. Что, если медведь обманул его, и они на самом деле были на пути к смерти Майкла? Было так много всяких «если бы», что у Майкла закружилась голова. Он быстро понял, что думать обо всех этих обреченных сценариях бесполезно и только усиливает беспокойство. Он должен был доверять своему здравому смыслу и даже мнению этого дикого медведя, что он в безопасности и что его не съедят заживо. Медведь вел его по тропе, по которой он уже планировал подняться, пока не прошло почти 30 минут. Затем медведь внезапно сошел со следа, и Майкл на секунду остановился. Как он мог найти дорогу обратно на тропу после того, как помог медведю выбраться? Он не мог рисковать и заблудиться в лесу, но медведь потерял терпение. На этот раз он зарычал громче, когда заметил, что Майкл снова остановился. Он даже оскалил зубы. Майкл понял, что у него нет времени искать дорогу назад. Ему оставалось только надеяться, что его опыт поможет ему. И он снова двинулся в путь, внимательно следя за медведем. Он изо всех сил старался запомнить все, что бросалось ему в глаза. Они никак не могли переправиться, не будучи унесенными течением, но он знал, что медведь тоже это понимает. Так зачем же он привел его сюда? Он внимательно огляделся в поисках детеныша, который нуждался бы в помощи, но никого не было. Внезапно медведь начал расхаживать по берегу реки. Майкл понял, что медведь на самом деле хотел, чтобы он перешел на другой берег, но, вероятно, понял, что это уже невозможно. Накануне прошел сильный дождь,
который мог быть причиной чрезмерного уровня воды в реке. Медведь успел. Возможно, он пересек реку до того, как вода поднялась так высоко. Внезапно Майкл услышал звук, доносившийся с другого берега реки. Он сразу почувствовал, что они очень близко к тому, с чем медведю нужна помощь, но как, черт возьми, он мог пересечь такую опасную реку? Он снова услышал звук, но не мог понять, что бы это могло быть. Он совсем не походил на голос медвежонка. Медведь все еще нервно расхаживал по берегу реки. Время от времени он рычал и даже опустил лапу в воду, чтобы перейти, но затем быстро передумал, поняв, что у него это никогда не получится. Майкл огляделся и заметил, что что-то парит над рекой в нескольких метрах ниже. Он быстро направился к нему, надеясь, что медведь не подумает, что он убегает. Майкл подошел к тому, что выглядело как импровизированный мост, ненадежному сооружению из поваленных деревьев и лиан, перекинутому через бурлящую реку. Вода. Он заколебался, осознавая риск, но беспокойная походка медведя и его случайные взгляды подтолкнули его вперед. Глубоко вздохнув, Майкл ступил на мост. Каждое движение было обдуманным. Его взгляд был прикован к конструкции под ним, проверяя ее прочность. За ним наблюдал медведь. Его дыхание было заметно в прохладном воздухе. Когда Майкл медленно продвигался по мосту, каждый скрип дерева и движение лиан вызывали у него приступ страха. Он старался не смотреть на бурлящую воду внизу, сосредоточившись на твердой почве впереди. Его руки крепко сжимали лианы, грубая текстура впивалась в кожу. Каждый шаг был свидетельством его решимости помочь медведю, понимания срочности его действий. Стоя на берегу реки, медведь наблюдал за мостом и медленным продвижением Майкла. Казалось, он понимал, на какой риск идет Майкл, и колебался, разрываясь между инстинктивным страхом перед неустойчивым мостом и необходимостью в помощи. Наконец, сделав неуверенный шаг, медведь положил лапу на мост. Конструкция слегка покачнулась под его весом, но устояла. Ободренный, медведь медленно последовал за Майклом, не сводя с него глаз, как с источника доверия. Добравшись до другой стороны, Майкл выдохнул, хотя и не осознавал, что задерживал дыхание. Он обернулся и увидел, что медведь делает последние шаги по твердой земле. В глазах медведя было явное облегчение, как и в глазах Майкла. Мгновение они просто стояли. Человек и медведь на пороге неизвестности, связанные общим испытанием. Сердце Майкла бешено колотилось не только от того, что он переходил дорогу, но и от осознания предстоящего путешествия. Медведь, который теперь был на одной стороне с Майклом, встряхнулся, словно избавляясь от страха перед переходом. Майкл с благоговением наблюдал, как медведь повернулся и бросил на него взгляд, который казался почти благодарным. Возникло чувство понимания, молчаливого согласия, что они были в этом вместе. Майкл последовал за медведем, который вел его все глубже в лес, вступая в мир, далекий от знакомых ему троп, ведомый неожиданным спутником. Следуя за медведем, Майкл углубился в лес. Местность становилась все более неровной, с густым подлеском и неровной почвой. Он заметил, что медведь передвигался по местности с легкостью, которая резко контрастировала с его осторожными шагами. Лес вокруг них казался древним, нетронутым цивилизацией. Жажда приключений у Майкла смешивалась с растущим беспокойством, когда он осознавал, что забрел в дикую местность, которую мало кто видел. По мере того, как лес смыкался вокруг них, чувство изоляции усиливалось. В голове Майкла бушевал вихрь любопытства и дурных предчувствий. Он прислушивался к отдаленным крикам неизвестных животных и шелесту листьев. Каждый звук напоминал ему о его уязвимости в этом диком месте. Несмотря на его опыт туриста, это путешествие с медведем было похоже на неизведанную территорию, как физически, так и эмоционально. Их путешествие было отмечено дикой природой леса. Поваленные деревья преграждали им путь, а толстые лианы свисали, как занавеси.
Майкл видел отпечатки ног различных животных и отметины на деревьях, которые рассказывали истории об обитателях леса. Это был мир, далекий от ухоженных тропинок и указателей, к которым он привык, мир, где безраздельно властвовала природа. Майкл понял, что полностью зависит от указаний медведя. Каждый шаг был для него прыжком веры, доверием инстинктам дикого животного. Он размышлял о сюрреалистичности своей ситуации, следуя за медведем по незнакомому лесу. Это была ситуация, не поддающаяся логике, и все же он был здесь, шагая в неизвестность, ведомый существом, которое было одновременно и проводником, и загадкой. Медведь шел целеустремленно, что было видно по его уверенным шагам. Казалось, он точно знал, куда идет, ориентируясь на местности сознанием дела, которым мог обладать только лесной зверь. Майкл поразился интуицией медведя и его связи с землей. Он следовал за ними по пятам, молчаливый наблюдатель в мире медведей, любопытствующий о цели их путешествия и причине, стоящей за этим необычным путешествием. С наступлением сумерек лес преобразился. Сформированный, тени удлинились, и густой полог над головой скрыл последние лучи солнечного света. Майкл и медведь двигались по все более темнеющему миру, лес вокруг них становился все гуще и внушал все более дурные предчувствия. Чувства Майкла обострились, он остро ощущал каждый шорох в подлеске, каждый треск ветки. Медведь казался невозмутимым. Его крупная фигура уверенно двигалась по сумеречному лесу. Лес. Ночная симфония леса начала нарастать вокруг них. Таинственные призывы и шепот эхом разносились среди деревьев. Их источники были невидимы, но вездесущи. Майкл пытался различить звуки, но многие из них были ему незнакомы. Лес казался живым, скрытый мир пробуждался по мере того, как человечество отступало. В эти моменты медведь, казалось, прислушивался к языку, который Майкл не мог понять, к диалогу между животным и древним лесом, который был его домом. Донеслись отголоски рассвета пастора. Майкл наткнулся на выцветший и порванный листок бумаги, застрявший в подлеске. Это был фрагмент цирковой афиши, яркие цвета которой потускнели от времени и стихий, с изображением танцующего медведя. От нелепости того, что он нашел такой предмет посреди дикой природы, у него по спине пробежал холодок. Это было яркое напоминание о достижениях человечества, шепот забытого прошлого в сердце леса. Продолжая свой путь, Майкл заметил на мягкой земле необычные отпечатки ног, отличные от обычных следов лесных животных. Эти отпечатки были крупнее, с непонятными узорами. Осознание того, что они шли по тропе, часто посещаемой неизвестными существами, усилило его опасения. Медведь, как ни в чем не бывало, целеустремленно шел по следу, словно узнавая знаки, оставленные этими таинственными путешественниками. Дальше по тропе Майклу попадались все новые следы человеческой деятельности. С ветки дерева свисал обрывок потрепанной веревки, а рядом лежало несколько разбросанных ржавых предметов, которые когда-то могли быть частью инструмента или снаряжения. С каждым шагом любопытство Майкла росло. В его голове роились вопросы о том, что означают эти подсказки и как они связаны с настоятельной просьбой медведя о помощи. По мере того, как они углублялись, предметы, с которыми они сталкивались, наводили на мысль о сюжете, давно утраченном во времени. Майкл представил себе караван артистов и животных, бродячий цирк, который каким-то образом встретил свой конец в этом отдаленном месте. Мысль о том, что могло оставить такие следы в этой дикой местности, была одновременно захватывающей и тревожащей. С каждой подсказкой настойчивость медведей и цель их путешествия, казалось, становились все яснее, хотя и оставались окутанными тайной. Майкл вышел из густого леса на поляну, от вида которой у него перехватило дыхание. Перед ним лежали остатки заброшенного цирка. Большая Шапито, когда-то бывшая символом радости и чуда,
теперь было изодрано в клочья и выцветало, а его полосы выбелены стихиями. В их глазах читались пренебрежение и тоска. Вид этих существ, столь неуместных в этой пустынной картине, задел сердце Майкла за живое. Реальность их положения, когда они оказались запертыми и брошенными в этом заброшенном цирке, стала суровым напоминанием о жестокости, с которой им пришлось столкнуться. Заброшенный цирк был местом контрастных эмоций. Выцветшие афиши и остатки красочных декораций намекали на то, что когда-то здесь царили смех и аплодисменты, а теперь на смену им пришли всепоглощающая тишина и печаль. Казалось, что радость, которую когда-то здесь испытывали, внезапно угасла, оставив после себя лишь отголоски своего существования. Майкл почувствовал глубокую грусть, когда прогуливался среди реликвий цирка. Когда они бродили по территории цирка, Майкл заметил, что поведение медведя изменилось. Он двигался с ощущением чего-то знакомого. Его ноздри раздувались, когда он вдыхал старые запахи. Медведь часто останавливался, глядя на клетки, а затем на Майкла, словно призывая его понять. Это было место упадка и запустения, скрытый уголок мира, где воспоминания о смехе и радостных возгласах превратились в навязчивое, безмолвное запустение. Мрачная реальность, представшей перед Майклом картины, ошеломила его. Животные, с которыми явно плохо обращались и которыми пренебрегали, вызывали у него глубокое чувство печали и гнева. Он переходил от клетки к клетке, наблюдая за существами, которые оглядывались на него со смесью страха и безнадежности. Майкл проверил свой телефон на наличие сигнала, надеясь связаться со службой спасения животных или с кем-либо, кто мог бы помочь. Это была гонка со временем, и Майкл был полон решимости сделать все, что в его силах, чтобы изменить судьбу этих забытых животных. В отчаянной попытке Майкл вытащил свой телефон, его пальцы дрожали, когда он набирал номер, вызывая помощь. Сигнал был слабым, едва заметный в этой отдаленной части леса. Он расхаживал по поляне, высоко подняв телефон, отчаянно надеясь, что сигнала хватит хотя бы на то, чтобы позвонить. Наконец установилась слабая связь, и Майкл быстро объяснил срочность ситуации. В его голосе звучали отчаяние и решимость. Голос Майкла звучал ровно, но настойчиво, когда он описывал местоположение и ужасные обстоятельства заброшенного цирка и содержащихся в нем животных. Он уставился на экран, надеясь, вопреки всему, что его сообщение было достаточно ясным, что помощь придет. Их. Они осознали реальность своей изоляции, а вместе с ней и чувство угасающей надежды. Он посмотрел на небо, которое уже начинало темнеть, и понял, что ближайшие часы будут решающими. Майкл приготовился провести ночь рядом с клетками, понимая необходимость присматривать за животными. Он находил некоторое утешение в спокойном присутствии медведя, молчаливого союзника в условиях неопределенности. Время от времени тихое рычание медведя, шелест перьев и топот лап создавали навязчивую мелодию, которая эхом разносилась по поляне. Майкл чувствовал беспокойство животных, их тревогу, ощутимую в прохладном ночном воздухе. Это было напоминанием о серьезности их положения, укрепившим его решимость обеспечить их безопасность до прибытия помощи. В тихие ночные часы Майкл размышлял о невероятном путешествии медведя и своей неожиданной роли в нем. Он представил себе звуки приближающихся машин, голоса спасателей, начало освобождения животного. Предвкушение было окрашено тревогой, страхом, что помощь может не прийти вовремя. И все же приближение рассвета поддерживало его настроение, служа маяком надежды в обволакивающей тьме. Всю ночь медведь оставался рядом с Майклом, молчаливо наблюдая за ним. Между ними существовала негласная связь, взаимопонимание, возникшее благодаря совместному опыту. Случайные взгляды медведя и тихие звуки, издаваемые им время от времени,
казались общением, признанием их партнерства в этом бдении. Майкл ощутил чувство товарищества с медведем, связь, которая преодолевала барьеры между человеком и животным, объединенными общей целью защитить тех, кто не мог защитить себя сам. Когда первые лучи рассвета пробились сквозь деревья, Майкл услышал отдаленный шум приближающихся машин. Его сердце затрепетало от надежды. Вскоре появилась колонна спасательных машин, возглавляемая защитниками дикой природы и представителями правоохранительных органов. Майкл почувствовал облегчение, когда поприветствовал команду. Они быстро оценили ситуацию, на их лицах была смесь шока и решимости. Для Майкла прибытие спасательной команды стало долгожданным обещанием спасения животных. Когда началась спасательная операция, команда раскопала темное прошлое заброшенного цирка. Старые документы, найденные на месте, свидетельствовали о его незаконной деятельности, включая браконьерство и незаконную торговлю экзотическими животными. Животные. Майкл объяснил, что медведь привел его сюда, раскрыв тайну, которая долгое время была скрыта в глубине леса. Мрачная история цирка, теперь разоблаченная, рисует мрачную картину эксплуатации и жестокости, которые оставались незамеченными в течение многих лет. Обнаружение заброшенного цирка и последующая спасательная операция быстро привлекли внимание средств массовой информации. Прибыли журналисты и новостные группы, которые запечатлели драматическое развитие событий. Интервью с Майклом и командой спасателей рассказали о бедственном положении животных и незаконной деятельности цирка. Эта история быстро распространилась, привлекая внимание к правам дикой природы и темной стороне эксплуатации животных. Это стало предметом обсуждения, вызвав бурю эмоций в обществе и дебаты по этому вопросу. После спасательной операции расследование деятельности цирка вызвали широкий резонанс в вопросах благополучия и охраны животных. История забытого цирка и его жертв среди животных высветила необходимость ужесточения законов о защите дикой природы и этичного обращения с животными в неволе. Медведь, когда-то участвовавший в этом трагическом шоу, стал символом стойкости и надежды. Наследие затерянного цирка стало катализатором перемен, вдохновляющим на действия и повышение осведомленности в борьбе за права животных. После спасения Майкл нашел новую цель – стать защитником прав животных. Он выступал на общественных форумах, участвовал в мероприятиях по охране дикой природы и сотрудничал с организациями по защите животных. Его опыт общения с медведем и заброшенным цирком превратил его в страстного оратора для тех, кто не мог говорить сам за себя. Это путешествие не только спасло жизни животных, но и пробудило в нем более глубокое понимание природы и ее обитателей. Это было потрясающее осознание, которое осталось с ним навсегда. Майкл продолжал посещать лес, место, где его жизнь приняла неожиданный оборот. Эти визиты стали напоминанием о его приверженности делу защиты дикой природы и сохранения мест их обитания. Он часто прогуливался по тропинкам, надеясь хоть мельком увидеть медведя, ставшего свободным обитателем леса. Каждое посещение укрепляло его решимость быть хранителем природы, следить за тем, чтобы красота и неприкосновенность дикой природы уважались и сохранялись. Для Майкла медведь стал символом надежды и перемен. Он олицетворял силу и жизнестойкость природы и ее способность вдохновлять человека на действие. Хотя он не видел медведя при каждом посещении, его наследие продолжало жить в его работе и пропаганде. Медведь, сам того не ведая, наставил Майкла на путь опеки и активной деятельности, и это путешествие продолжало разворачиваться с каждым его шагом к защите и почитанию окружающего мира природы.